нас сегодня очередной Smart Talks, номер 178, который относится к тематике Dynamics 365 по направлению CRM. С вами сегодня Сергей Герц, я консультант Smart Business по направлению CRM. Тема у меня сегодня Dynamics 365 AI, Artificial Intelligence for Sales. Если перевести с английского, это искусственный интеллект для продаж. Это мой уже 5-й Smart Talks. Если вам интересно посмотреть предыдущие, заходите на наш канал на YouTube или в отдельную группу в Facebook и сможете там ознакомиться. Краткий сценарий того, что я сегодня покажу. Попытаюсь максимально оперативно и визуально показать, что входит в данный функционал, потому что возможностей очень много. Первое – это покажу, что входит в функционал решения, потом, как он устанавливается для Dynamics. Два блока – это возможности для продавцов и общие вопросы, которые могут возникать в данного типа сотрудников в компании. Потом инсайты для руководителей и общие вопросы для руководителей по данному решению. И непосредственно сама стоимость данного решения. Переходим к первому пункту. Это что непосредственно входит в функционал данного решения. Если вы смотрели предыдущие мои Smart Talks или знакомились с функционалом Relationship Insight, это был, по сути, первый шаг к тому решению, которое мы сейчас увидим. Relationship Insight – это был, по сути, первый шаг аналитики, которая работает с данными Dynamics. И, по сути, пользователь не выполняет никакой определенной настройки, он получает только уже определенные инсайты с данными, которыми у него есть в системе. В том блоке были 3 направления. Это работа с почтой, работа с сделками, действиями и возможность получать определенные напоминания по происшествию определенных событий с этими данными. То есть, например, не закрыл сделку, или там не вовремя выполнил встречу, или наоборот запланированная встреча. В данном блоке Microsoft уже пошел намного дальше, то есть уже полностью используется то, что мы называем искусственным интеллектом, то есть модели, которые анализируют данные, и на основании них строится уже как не только аналитика данных, но и прогнозная аналитика. То есть предполагаются там планы, например, по вероятности закрытия той или иной сделки, с кем лучше всего скоммуницировать, какое действие лучше предпринять и насколько вероятность того или иного интереса, что он превратится в нашего клиента. Непосредственно поэтому построены 4 блока, которые входят в это решение по умолчанию. Это первое – анализ отношений, то есть полностью анализируется почта, любые коммуникации, которые проходят через Dynamics, и дается на основании их визуальная аналитика. Второе – это прогнозная оценка интересов, то есть есть тот же блок лид-скоринга, который очень долго многие планировали реализовать там отдельными решениями. Он сейчас включен здесь, но он не только строит показатель определенного рейтинга интересов, но и дает прогноз на то, какая вероятность того, что интерес, который мы получили на основании той модели, которую использует Dynamics, станет в будущем сделкой или там действующим клиентом. Потом следующий блок – это прогнозная оценка сделок. По сути, аналогичный механизм, но уже к действующим сделкам, которые есть в системе. Также основная цель в том, чтобы увидели основные инсайты, то есть, например, кто работал над сделкой, там, сколько дней там, не делают коммуникацию, какого типа коммуникации более всего активные. И в конечном итоге выводится общий рейтинг в отношении до 100, насколько большая вероятность того в процентах, что сделка будет закрыта успешно или неуспешно. И анализ заметок. Любые notes или activities, которые мы ведем в системе, Dynamics анализирует информацию, которую вы вводите. Если вы написали там «позвонить Михаилу 21 числа», то автоматически, там, по-моему, насколько я читал, до минуты включается прогнозная аналитическая модель, она распознает текст, и сразу, если вы наведете на эту заметку, она предложит, например, создать первое – это контакт Михаила, ну, если его нет. Второе – это она предложит создать встречу или задачу по этой заметке. Идем дальше. Непосредственно уже к тому, как устанавливается решение. Очень просто. Вам нужно, во-первых, приобрести лицензию.
секундочку, приобрести лицензию. После того, как лицензию приобрели, в настройках для вашего Tenant Dynamics появляется приложение. Вот оно в самом верху показано. AI for Sales. Вы его устанавливаете, принимаете соответствующие права, которые нужны для его настройки. И запускается процесс установки. Процесс установки на самом деле не очень длинный, там, до 1 часа. После того, как все эти блоки установятся, у вас будет статус, что успешная установка решения, и после этого можно перейти к конфигурации. В конфигурации, в принципе, вы настраиваете уровень того, как вы будете коммуницировать, например, с вашей почтой, разрешаете там различные доступы до Exchange. Для того, чтобы получать данные с вашей почты, можно разрешить, что Microsoft будет анализировать всю вашу уходящую почту. И также есть определенный, например, для вычисления тех же отношений, то есть, например, насколько высокий уровень того, что там получение, например, там задач или встреч приоритетные для конвертации лидов, или наоборот, там более важен это звонок, а не получение, например, там, входящей почты. Ну, то есть там показатели до 10 значений, и на основании них вы включаете эту модель. По данным двум блокам для интересов и сделок очень простая конфигурация. Вам нужно просто, чтобы у вас было много данных в системе. Много данных, это я имею в виду, например, для интересов это минимум 100 открытых либо открытых интересов и минимум 100 закрытых. То есть если у вас нет таких данных, то решение работать не будет, и у вас будет, в принципе, отображаться пустое значение, которое будет уведомлять о том, что недостаточно данных для того, чтобы построить прогнозную модель. Для сделок немного выше показатель, насколько я помню, там 400 открытых и 600 закрытых сделок. То есть, да, и потом я расскажу, как я сделал демо-сценарий, потому что очень сложно было построить такую модель, чтобы я нагенерировал столько данных. Но я вам расскажу этот секрет позже. Так, возможности, переходим уже непосредственно к решению, то есть как Microsoft, когда он анонсировал выпуск этого функционала, как он предлагал основные фичи, которые появятся для продавцов, это первое, например, на какие сделки я должен тратить свое время. То есть сразу видно в аналитике эту информацию, то есть какие более важные, которые менее важные. С каким заказчиком хорошие отношения, то есть показывается уровень там, горячий лид или, наоборот, холодный. Сколько времени провели с нашим клиентом. То есть есть общая статистика, например, сколько времени вы тратите на переписку или там, сколько времени клиент отвечает на ваше письмо. Если клиент отвечает, там, вы пишете ему там, через 5 минут после получения, он отвечает через 2-3 дня, возможно, есть проблема какая-то коммуникации. Когда мы последний раз связывались с ними, тут понятно, дата. Когда в следующий раз мы с ними свяжемся, система может подсказать, когда лучше всего на основании того, как клиент часто отвечает, когда ему лучше написать письмо. Сколько писем и встреч мы сделали, очень красивый дашборд, который обновляется в онлайне. Какова скорость отклика клиента, о том, о чем уже сказал, сколько мероприятий было инициировано заказчиком, сколько времени использует наша команда, чтобы ответить, например, там, на письмо или на запрос. Первый блок, может, не очень хорошо видно, но основная фича в данном блоке, это сейчас показывается пример по сделкам, покажу их вот здесь. Первое – это сразу визуально показывается, насколько вероятность того, что сделка будет успешной. То есть, например, там зеленый подсвечивается, что хорошо, красным это плохо. Это уже, по сути, конечная шкала того, шкала полученной моделей от обработанных данных искусственным интеллектом. Потом есть вторая колонка, очень важная, это тренд. То есть, например, в трендах видно... Секундочку. В трендах указывается, например, улучшается ли коммуникация с предыдущими периодами, например, там, по-моему, за неделю он берет минимальный период, или наоборот ухудшается. То есть, например, вот видим по тому, который у меня первый, что у него, в принципе, сейчас плохой уровень работы со сделкой, но тренд восходящий, то есть, в принципе, мы улучшаем работу с данным клиентом, то есть, в принципе, менеджеры проводят определенную работу для того, чтобы улучшить коммуникацию. Следующий вариант – это просмотр тех же
данных в системе реализовано на самом деле очень удобно, то есть с помощью представлений и диаграмм. Если вы заходите в Dynamics, это уже интерфейс, который будет, хаб-интерфейс, который, в принципе, будет использоваться уже для большинства, как основной вообще в Dynamics, вы выбираете соответствующее представление. Сейчас они все помечены в системе с помощью приставки by relationship. То есть если в представлении появилось таким типом, вы поставили решение, в нем будет весь функционал, который связан с данными, которые обработан искусственный интеллект. И, например, я могу выбрать определенный чарт, который также помечен такой же пометкой, и в нем будет уже определенная аналитика приведена. Например, здесь я вижу на чарте, что есть определенные сделки, которые, например, выделены зеленым цветом. И если я провалюсь в них, я уже получу очень подробную информацию по каждому такому действию. Вот так вот выглядит, когда я уже провалюсь, например, в сделку. Детальная информация, то есть анализируется там как действия, так и мои коммуникации. И, в принципе, снизу, вот, если видите, здесь есть панель, здесь шкала того, например, если помню, календарь, и указывается шкала, как мы коммуницируем. То есть сколько встреч сделали, сколько там писем или задач отправили. И здесь указывается информация о сотрудниках, которые больше всего коммуницируют, и сколько они действий выполнили. То есть это уже готовые интерфейсы, с которыми будет работать менеджер по продажам. Следующий блок – это информация по лидам, прогнозирование лидогенерации, сделок в представлениях. Если мы провалимся, опять же, такие, как видим, например, по тому же лиду, есть информация, вот показывается статус там хороший. Если я провалюсь в саму карточку, я увижу, что у него процент 94. И есть отдельная подсказка, которая показывает, по какой модели просчитались эти показатели. Сейчас есть 10 показателей, они, в принципе, все описаны в документации. Например, здесь используется там количество, бюджет, когда было создано, то есть там средний период по данному лиду, кто контактное лицо, то есть анализируется его должность, какой канал поступления лида, готов ли клиент купить наш продукт, там есть набор статусов, потом время покупки продукта, там квартал, текущий, следующий, предпочтительный метод коммуникации с клиентом, количество сотрудников, страна и предполагаемый бюджет, который предлагается использовать на данную сделку. Такой же visual используется для сделок, то есть, в принципе, аналогичный функционал используется как для того, так и для другого типа сущностей в системе. Следующий блок – это Notes, то, что я уже вкратце рассказывал, здесь визуализировано. То есть, например, когда мы создаем определенный Notes в отношении либо сделки, либо интереса, либо контакта организации, можно отобразить его с помощью контроля Timeline. И когда мы наводим на сам текст, появляется всплывающее окно, которое подсказывает, например, там, создать новую встречу или там, создать новый звонок. И мы нажимаем, сразу создается новая карточка, которая подтягивает данные по данному клиенту. Так, и интересный функционал, который анализирует вашу почту, это Talking Points. Не нашел хорошего перевода, но, мне кажется, хорошее название. Суть данного функционала в том, что он полностью анализирует вашу почту и по умолчанию его группирует по определенным тематикам. Например, если клиент пишет там по продажам, сразу ему присваивается метка продажи. Если клиент пишет какую-то общую информацию, например, там, спасибо за встречу, там, например, как было в примерах там, на стадионе, то оно сразу поместит в категорию спорт. И потом, когда вы посмотрите всю почту, то она будет отфильтрована, например, в 4 категории, и по умолчанию будет показываться последнее письмо по каждой из категорий. Например, если там было в отношении семьи, там, бизнеса, спорта, то вы можете вкратце, например, зайти и прочитать, какую информацию клиент писал в данном письме. Ну, функционал, я думаю, будет полезен тому, например, кто не знаком, например, со сделкой или с клиентом, он заходит впервые в карточку и сразу может получить какое-то общее представление, там, не вникая сразу там, в десятки писем. Ну и плюс, опять же, оно сегментирует почту и позволяет вам выбрать, например, там, более важные письма, чем, например, вручную перебирать там, десятки сообщений, которые отправил клиент. И также есть интересный функционал, я все-таки перевел его, кто кого знает. В чем его логика? В том, что мы можем заводить в систему различные контакты,
там, указывать, например, там, связанные записи, или там, номер телефона, или почту компании, или главную организацию. И система будет анализировать, есть ли вообще совпадение. И когда мы, например, создаем новую карточку лида, она будет выдавать визуальную подсказку. Вот, например, есть такие потенциальные люди в вашей системе, которые могут помочь вам обработать данного лида. Как показано было в примере, который давал Microsoft на презентации этого решения, например, вы получили нового лида, вы знаете, например, там, Трисию, которая уже является вашим клиентом, и она, в принципе, у вас хорошие с ней отношения, и она, в принципе, может вам помочь выйти там, на предложение для данного лида. Вы там, наводите на ее карточку, нажимаете там, «Представить меня», и сразу генерируется письмо, ну, там, шаблонный текст, вы можете сразу отправить, там, отредактировать его и написать этому контакту для того, чтобы он помог вам скоммуницировать. Несколько таких вопросов, которые, возможно, появились или появятся, но я их уже вынес по этому блоку. Как часто обновляются KPI по аналитике на основании этого решения? Раз в 24 часа. Microsoft анонсирует, что можно будет делать это чаще, но на данный момент такого функционала нет. То, что я уже говорил, сколько нужно данных по лиду и сделке, то есть 100 тысяч, даже 100 тысяч для интересов и 400-600 для сделок, для того, чтобы модель построилась. Можете ли вы сами изменять модель? Я думаю, скорее всего, популярный будет вопрос. Нет, модель пока изменять нельзя. То есть Microsoft дает готовый функционал, вы им только пользуетесь и используете данные, которые он предоставил. В чем разница между оценкой и шкалой? Ну, как видели, там часто у меня были цифры, это оценка, которая генерирует модель. Шкала — это уже либо тренды, либо там, визуализация с помощью там, подсказок, например, по цвету, которая позволяет, там, не сильно вникая в данные, получить нужную информацию. Что нужно для использования Notes? Вам нужна подписка Office 365 и непосредственно Exchange для того, чтобы анализировать вашу почту. И как анализирует Notes данные? То есть он разбирает в первую очередь сам текст сообщения и дату, которую было создано это сообщение, либо когда были получены нотатки в системе, и на основании них уже строит предположения, которые будут предлагать встречу, задачу, либо создание контакта. Инсайты для руководителей. Инсайт для руководителей — это дополнение к функционалу, который реализован с помощью самого решения. В чем его преимущество? В том, что вам непосредственно не нужен Dynamics. То есть для руководителей можно развернуть Office 365 и установить приложение, которое будет доступно им по определенной ссылке. Они будут получать аналитику на основании всех данных, которые есть в Dynamics, и им будет строиться вот такого вот типа дашборды, которые вы сейчас видите на экране, которые будут анализировать как всю базу контактов, так и работу команд и работу менеджера по продажам. То есть первое — это, например, общая обзорная модель, страница, домашняя страница. Вторая — это показывает аналитику производительности бизнеса и прогнозировать показатели успешности сделок или там, доходности в определенных кварталах. Есть настроенные фильтры. Потом следующая аналитика производительности команды. Это уже больше для того, чтобы понимать, какой сотрудник лучше работает, у кого там более высокие показатели продаж, у кого, например, какие-то есть определенные проблемы на данном этапе деятельности. И с помощью этого тренда можно выявлять там, определенные проблемы, которые будут появляться в компании. И интересный функционал — это аналитика контактного центра. То есть можно подключить с помощью Azure ваш контактный центр к аналитике искусственного интеллекта, и он будет анализировать все поступающие звонки, которые генерируются вашим контактным центром, и выдавать на основании них аналитику, которую вы будете уже просматривать с помощью таких вот дашбордов. Общие вопросы. Какие языки поддерживаются? Пока поддерживается только английский в регионе Соединенные Штаты. Microsoft анонсирует, понятно, развитие функционала, и которое будет, в принципе, как мы уже видели по тому же Relationship Insight, оно уже использовало и русский, и украинский язык. Можете ли вы сами добавлять отчеты? Нет. То есть все, что Microsoft предлагает, у вас есть только возможность переключать и анализировать.
Нужно ли по умолчанию ставить цели для продавцов для того, чтобы получать какие-то инсайты? Нет. Но если вы поставите, это будет дополнительный материал, который будет использовать искусственный интеллект для построения прогнозных моделей. Сколько времени нужно, чтобы данные обновились? Для приложения тут же самое время до 24 часов. Могут ли продавцы использовать это приложение? В чем пока такая особенность приложения? В том, что его можно использовать без определенной настройки администратора того же Dynamics до 5 пользователей. То есть 5 пользователей могут сразу зайти по прямой ссылке, и им не требуются какие-то дополнительные доступы. Если нужно, например, подключать уже более 5 пользователей, нужно, чтобы обязательно авторизировался в данном приложении один из администраторов Dynamics 365. Так, и стоимость решения на текущий момент это $50 на пользователя, которому нужна аналитика непосредственно в самом Dynamics. Это вкратце о том, что я хотел рассказать по функционалу. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в системе. У меня открыта сейчас уже развернутая система, в которой отображается в данном случае лиды. Как видим, есть примеры уже с определенным прогнозным показателем, что это хороший лид. Тренд не двигается, в некоторых наоборот улучшается. Откроем какую-то карточку. И сейчас увидим, что появится блок аналитики. Кстати, могу добавить, что дополнительную аналитику оно еще делает при работе с LinkedIn. И если у вас есть LinkedIn Generator, то вы можете его подключить и получить намного больше данных для того, чтобы анализировать информацию по лидам. Давайте я переключу на аккаунт. Здесь больше данных. Вот, когда я захожу в аккаунт, у меня отображается дополнительная вкладка Relationship Analytics, в которой я уже могу посмотреть на общую информацию по трендам и аналитике, которую мне предоставил искусственный интеллект. Я, например, могу посмотреть, что у меня там за период, который мы сделали, коммуницировали с данным клиентом, было отправлено такое-то количество имейлов, сделано столько-то встреч и сделано столько-то звонков, и наоборот, обратная сторона, столько действий мы получили от клиента. Здесь высчитывается, например, среднее время ответа на наши запросы и как быстро мы отвечаем непосредственно сами клиенту. Потом информация о том, как клиент реагирует на наши сообщения, смотрит ли он вложения, кликает ли по линкам в сообщениях. Потом, с кем мы больше всего контактируем, указывается информация контактного лица, сколько мы ему отправили писем, сколько сделали звонков и сколько сделали встреч. И также, кто с наших сотрудников чаще всего коммуницирует. Та же информация, которая, в принципе, дает обзорное понимание того, как мы работаем с данным клиентом и кто выполняет основную коммуникацию. И шкала, которую уже показывал, здесь она более визуально понятная. То есть в разрезе периода показано, сколько мы сделали, отправили имейлов, сколько мы получили, сколько было сделано встреч и сделано звонков в разрезе там, определенного периода. Ну, и если мы наведем на каждый день, мы можем посмотреть более подробно эту информацию. Интересно также по сделке. Как я уже показывал, кроме того, что есть представление, которое показывает общую информацию по трендам с данной сделкой, я могу выбрать чарт, который мне подскажет с помощью визуального элемента. Я, например, могу выбрать сделку, которая, например, более вероятно, что я ее закрою в ближайшее время.
перейду на вкладку «Аналитики». И получаю аналогичный блок, который у меня был с контактом и с аккаунтом, который анализирует, как ведется работа по данным сделки. Как видим, там есть общая информация в левой части формы, что какие действия мы предприняли с данным клиентом, то есть показывается, что мы, в принципе, в хороших отношениях, но тренда за последний период никакого сдвига не произошло, действие не запланировано, и последнее действие, это мы ему отправляли продуктовый лист. Это то, что блок, который делает менеджер, для того, чтобы показать, как работает руководитель. У меня есть прямая ссылка. Вот так она выглядит в интерфейсе Office 365. Есть 4 основные вкладки, в которых есть репорты на основании данных, которые использует искусственный интеллект для того, чтобы построить аналитику. Например, указывается тренд, что я, например, пока далек от того, чтобы закрыть 100% план по продажам в данном периоде. Указывается информация, там, сколько у моих сотрудников доходов там, за определенный период. Есть информация о том, что какие сделки могут закрыться в ближайшие 10 дней. Хайлайт, например, по событиям, которые приближаются, например, там, закрывающаяся дата по сделке видно в левой части. Посередине вижу там, запланированные действия и сообщения, которые делают мои менеджеры по продажам. И в правой части можно вывести блок, точнее не вывести, а выводится блок с актуальными новостями, связанными с данными сделками. Блок бизнес-аналитики, который показывает производительность всей компании, состоит из 4 частей. Это прогноз, актуальные данные, воронка продаж, действия и лиды. То есть, по сути, это уже встроенный репорт, в котором есть аналитика по всем данным в отношении продаж в системе. Например, там закрыто сделок выигранных, сколько планируется. Ну и, например, показывается на диаграмме, как изменялась динамика закрытия сделок там, за последний период в разрезе по статусам и по доходности в системе. Так, и, например, пайплайн открою. Опять же, с каждым показателем можно работать, как-то изменять его, в принципе, у нас возможности нет, то есть есть только в самом гайде Dynamics 365 AI for Sales есть описание того, какие показатели используются и что мы можем получить с этой информации. Так, ну вот добавилась карта, то есть еще можно посмотреть в разрезе интерактивной карты, как отображаются данные. То есть, по сути, это такой функционал, который мы раньше делали для того, подключали в BI и потом выводили его в Dynamics, чтобы посмотреть определенную аналитику. Сейчас она уже будет включена в данном решении. Аналогичный блок используется для того, чтобы оценить, как работает наша команда, кто у нас лучше всего работает, кто хуже всего. Так, ну вот видно, например, тренд там, по сотрудникам, кто лучше всего работает, кто хуже. Ну и там, например, в разрезе на нижней диаграмме показывается, какой сотрудник работает с самыми важными сделками в компании. Так, и есть scorecards. Посмотрим данный блок. Так.
Ну, опять же, есть определенная аналитика по каждой сделке, кто ее создавал, в каких статусах, и можно, например, сразу будет при переходе на определенную ссылку провалиться непосредственно в саму систему. И так, я пересчитал данные. И последний блок, который я уже вспоминал, это аналитика контактного центра. То есть, если у нас есть возможность подключить данные по телефонии к Azure, то искусственный интеллект будет анализировать показатели и выводить нам общую аналитику. Так, и вот такого вот типа аналитика отображается в системе. То есть, например, какого типа звонки были, то есть если мы указываем там статус там, положительный, отрицательный, сколько там звонков в отношении клиентов выполнялось, сколько, например, времени мы тратили там в среднем на каждого клиента, там, сколько там оператор там непосредственно сам общался. То есть для тех, кто работает с контакт-центром, это уже дополнительный функционал, который даст возможность там, сделать какой-то общий вывод без там, детального анализа отчетов, которые, там, скажем так, не подключены непосредственно к Dynamics, или вы не имеете возможности там, анализировать длинные отдельные запросы по различным категориям звонков. И как это все сделать? Самый главный вопрос. Я долго разбирался, то есть как сгенерировать большое количество данных. У меня даже получилось там создать почти сотню, ну не почти, а получилось создать сотню лидов. Потом я узнал, что там была в одном гайде ошибка, то есть там нужно было не 100-100, а 100 000. На этом я остановился, начал искать другое решение. Как оказалось, оно на поверхности. Можно зайти в само решение, которое опубликуется на App Source Dynamics, и перед тем, как купить, они предлагают опцию попробовать демо, и демо дается на 24 часа, в котором уже настроены показатели, в котором можно проверить, в принципе, основной функционал, кроме почты. То есть они почту не включают в данный функционал, и для того, чтобы ее анализировать, в принципе, вам уже нужно самим подключать ее к какой-то организации и получать инсайты для вывода в систему. Но для того, чтобы принять какое-то решение, насколько такой функционал будет полезен и там, какие у него есть возможности, это отличное решение. Так. Самый полезный материал, который есть, это первое, можно посмотреть на сайте Microsoft официальные презентации данного продукта. И там на самом деле, кроме маркетинговых фишек и фич, сложно что-то понять. Зато есть очень подробная инструкция на портале Microsoft, где описано детально, как строится модель, какие она использует показатели, какие есть возможности и ограничения, и как этим всем управлять и настраивать, и конфигурировать в системе. Ссылочка есть. Подключайтесь к нашим ресурсам, для того, чтобы не пропускать анонсы. Всем спасибо, что пришли. Какие у вас есть вопросы, готов выслушать, если они появились. Если нет, можно потом задать уже отдельно, либо там написать сообщение. На форме Opportunity были надписи LinkedIn Sales Navigator. Да. Как-то используется эта функциональность именно для того, чтобы что-то анализировать? Да, вопрос был о том, используется LinkedIn Sales Navigator для аналитики данных. Да, он используется, потому что это одно из составных решений, которое использует AI в данном функционале. Но демо-данных для того, чтобы его построить, в принципе, не было. Поэтому если мы видели, оно просило подконнектиться к какому-то аккаунту для того, чтобы вывести модель. Да, оно использует, и если у вас в компании есть такой функционал, то оно будет строить свои прогнозные модели, еще используя функционал, который дает LinkedIn. Но не обязательно? Нет, не обязательно. Но он будет на форме отображаться, потому что они кастомизируются на данном этапе. То есть там будет просто пусто, без возможности скрыть эту информацию. А Power BI нужен для того, чтобы работала вот эта аналитика? Нет, не нужен. По сути, используется функционал? Тут абсолютно отдельные виджеты, да. Функционал, который в Power BI, но он не привязан к нему непосредственно. Вы показывали блок с актуальными новостями по той или иной сделке. А откуда система берет эти
это модель, которая использует Microsoft, и, думаю, новости, которые генерируются с помощью поисковика, который использует по умолчанию Microsoft. А системами можна обучати пользователям? Ну, от бувають такі ситуації, коли система розпізнала текст повідомлення і сказала, що з цим клієнтом хороші відносини. Можна перенавчити якось? Я думаю, что чем больше будет данных, тем лучше она будет обучаться в будущем. Но, да, самостоятельно. Но сейчас там какой-то конфигурации нет. То есть, по сути, нам в текущей версии, как Microsoft анонсировал, это пока превью, то есть первый релиз решения. Я думаю, главная задача в том, чтобы максимально получать, там, максимально нарастить объем данных и уже на основании них потом расширять возможности конфигурирования. Опять же, там же есть самый популярный вопрос, если смотреть по этой тематике, можно ли изменить модель. В текущем варианте ответ нет, то есть пока Microsoft не разрешит нам каким-то конструкторам самим генерировать модель, то по сути это как закрытый код, то есть мы только получаем уже аналитику, которая сама модель построена разработчиками искусственного интеллекта со стороны Microsoft. А можно самому поменять признак, что отношения, наоборот, плохие, а не хорошие? Ну, вот модель оценила так, ты, например, знаешь, что нет, там на самом деле все по-другому. И таким образом Я услышал. переучить модель. Интересный вопрос. Насколько я смотрел, это обычное поле в системе, то есть я думаю, в принципе, его поменять можно, но как оно среагирует, не готов ответить. Нужно будет попробовать. Можно ли подключить Microsoft Teams звонки к какому-то intelligence с моделью? Я думаю, что можно попробовать, потому что в том гайде, который дается по подключению телефонии, там, в принципе, идет API, нужно подключить, с которого забирать данные. То есть я думаю, в принципе, здесь мы подключим, возьмем API, который есть в Teams, и уже на основании данных, которые он отдает, можно, модель как-то построит информацию по звонкам, которые есть в базе. А всі дані, які отримані після проведеної аналітики, десь зберігаються, можна використовувати самостійно? Можно их фильтровать. То, что рейтинги, там, показатели, например, там хороший контакт, плохой, это все как, по сути, отдельное поле в карточке там, либо контакта, либо организации, либо сделки. То есть их можно использовать, например, там же для рассылок или для расширенного поиска. То есть, да, например, какие-то тренды, то, что просто виджеты, понятно, что их использовать нельзя, но они дают возможность там, сгенерировать какую-то запись. Я думаю, такие же будут, как и с решением, которое было Relationship Insight. То есть изначально они сделали на английском, и там в течение полугода появилось на русском и на украинском языке. То есть мы можем ожидать, что это приложение скоро будет доступно для нашего рынка тоже? Ну, потому что на данный момент англоязычная версия, она не актуальна. Да. То есть это режим превью, то есть, например, даже если вы сейчас приобретете лицензию, там все равно будет определенные ограничения, и это еще не полноценный продукт, который там запущен в релиз там, для всех типов клиентов. А можно ли пузырьковые диаграммы сделать самостоятельно? Нет. На текущий момент Только использовать то, что существует, да, кастомизировать нельзя? нельзя. В режиме превью, в принципе, ничего нельзя кастомизировать, но везде, где есть вопрос, можно ли кастомизировать, ответ разработчика Microsoft, такой функционал планируется. Насколько он будет широк для изменений, это мы увидим в следующем обновлении, скорее всего. Окей, всем спасибо, что позадавали интересные вопросы. Предлагаю этот функционал активнее изучать, потому что он закрывает очень много вопросов, которые на самом деле у клиентов возникают по аналитике, которые раньше нужно было строить различные отчеты, придумывать различные плагины или скрипты. Сейчас это уже можно делать с помощью этого решения, но главное максимально разобрать кейсы, в которых оно может пригодиться в использовании. Всем спасибо.